Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, бюджетный домашний торт Прага. Торт, приготовленный по этому рецепту, ничем не уступает по вкусу классическому торту Прага. Я бы даже сказала, он получается более сочным и нежным. Готовить его буду очень простым способом, даже без использования шоколадной глазури. Все покажу, расскажу в данном видео. И этот торт готовится быстрее, чем классический. Итак, 330 грамм муки, 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя я перемешиваю и отставляю пока что в сторону. Шесть яиц среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это я перемешала до однородности, чуть-чуть взбиваю и добавляю туда порциями 270 грамм сахара. Сейчас всю эту смесь я буду взбивать примерно 4 минуты, не дольше. Смесь побелеет вот так, станет пышной. Добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растопленного сливочного масла, ни в коем случае не горячего. Все это просто перемешиваю, ничего уже здесь долго не взбиваю. То есть само тесто готовится здесь гораздо проще, чем на классический пражский торт. Но получается необыкновенно вкусным. Просеиваю туда всю сухую смесь, перемешиваю просто миксером. Ничего здесь долго не взбиваю. Миксер здесь у меня маломощный, 300 Вт. То есть справится каждый своим обычным ручным миксером, который есть дома. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете брать круглую форму, 26-28 сантиметров в диаметре. Бока и дно формы я застелила бумагой для выпечки. Сейчас обязательно вот такой тяжелый масляный бисквит я распределяю из центра на уголки формы и отправляю выпекаться при температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 45-50 минут. Выпекать буду на среднем уровне. Дверцу духовки во время выпекания, конечно же, не открываем. Проверяю сейчас шпажкой, она выходит сухая и чистая. Полностью у меня остыл корж в форме. И когда он остыл до комнатной температуры, я извлекаю его из формы, и сразу же он готов к работе. Сразу нарезаю его на 3 ровных коржа. Бисквит этот очень неприхотливый. Он сразу же готов к работе, как я сказала. И смотрите, какой красивый он получается. Тонко-пористая структура. Он очень нежный на вкус. Его можно кушать как отдельный десерт. И готовится он очень просто и быстро. Его даже можно приготовить без миксера. Но тогда может образовываться шапочка. С миксером лучше все-таки. Если вы захотите выпекать бисквит, допустим, в круглой форме и маленькой, 18-20 см максимум, всех ингредиентов вообще на этот торт вам нужно просто взять вдвое меньше. Здесь все очень просто. Итак, остаточки от шапочки бисквита я сейчас измельчаю и буду потом ими впоследствии обсыпать бока торта. 3 яйца я разделяю на желтки и белки. Белки мне в данном торте не понадобятся. Их можно использовать для приготовления зефира, меренги, меренговых рулетов, белков заварного крема. Все, что связано с белками. Белки хранятся в холодильнике, их также можно замораживать. Отставляю в сторону. К 3 желткам я добавляю 50 мл воды комнатной температуры. Перемешиваю, чтобы полностью разошлись пленочки у желтков. 8 грамм ванильного сахара добавляю туда. Здесь в ковшике у меня 240 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Добавляю туда всю желтковую смесь, перемешиваю. И иду сейчас уваривать на плиту на очень умеренном огне всю эту смесь. Готовим пражский крем. Вот крем мы здесь готовим по классическому рецепту. Как я уже сказала, в кастрюле с толстым дном на очень умеренном огне довожу всю эту смесь до первых признаков кипения, то есть по сути до 82 градусов Цельсия, и сразу же снимаю ее с огня. Обязательно пропускаю смесь через сито.
потому что когда мы разделяем желтки и белки, большая вероятность того, что мелкие порции белка могут оказаться в массе. И вот они могут завариться. И поэтому мы сейчас пропускаем все это еще раз через сито, уже для точной уверенности. Теперь у нас масса очень однородная, глянцевая получается. Убираю сейчас ее остывать до комнатной температуры. Здесь 400 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю я примерно минут 5, вот до такого побеления и пышности. Добавляю туда сейчас 20 грамм какао-порошка, обычного для выпечки. Какао-порошок здесь у меня не алкализованный, обычный какао-порошок. Все это взбиваю сейчас просто до полного объединения какао и масла. Долго здесь я ничего не взбиваю. Обязательно все с боков, конечно же, снимаем. Еще раз прохожусь миксером. Добавляю сейчас по 2-3 столовые ложки заварной основы к маслу и прорабатываю просто все это миксером. Крем получается нежнейший, глянцевый, очень красивый, пражский крем. Крем прекрасно держит форму, и на вкус он не ощущается как такой какой-то тяжелый масляный крем. Напротив, очень нежный и вкусный. Этим кремом, конечно же, можно украшать торты, и шапочки у капкейков можно делать. Этот крем можно также использовать под мастику, то есть покрыть им торт, выровнять и потом обтянуть мастикой. Добавлю туда сейчас несколько капель ромового ароматизатора. Вы же можете туда пару столовых ложек коньяка добавить. Разделяю сейчас крем на 2 равные части. И из кондитерского мешка буду выкладывать крем уже на коржи. Так удобнее просто работать. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете использовать в качестве мешка здесь пакет для замораживания пищевых продуктов. 1 столовая ложка сгущенного молока с сахаром и 150 мл холодной кипяченой воды. Это я беру для пропитки. Пропитываю каждый корж. Торт получается необыкновенно сочным и вкусным. И, как я уже сказала в начале видео, кто даже пробовал классический торт Прага, никогда не отличит вот этот домашний тортик от самого классического торта. Настолько он вкусный получается, готовится гораздо быстрее и проще. Выравниваю сразу все боковины. Здесь торт можно абсолютно любым кремом украсить, можно ганашем украсить, также можно пражскую глазурь сделать, 100 грамм масла и 100 грамм шоколада, если вы хотите глазурью шоколадной покрыть. Ссылочку на классический рецепт пражского торта я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Кому будет интересно, проходите по ссылке и посмотрите. Здесь готовлю очень быстрый, но не менее вкусный вариант. Как я уже сказала в начале видео, если вам захочется приготовить маленький тортик 18-20 см в диаметре, нужно просто взять всех ингредиентов вдвое меньше, чем дано будет в этом рецепте. Пропитываю сейчас каждый корж. – 300 грамм абрикосового джема, который не содержит в себе кусочков. Я прогрела джем в микроволновке примерно 30 секунд импульсами и выливаю сейчас на верхний корж. Все это разравниваю. Если у вас свое домашнее повидло абрикосовое или варенье, его, естественно, нужно будет перетереть через сито, чтобы у вас уже эти кусочки абрикоса не попали на корж. Этот абрикосовый джем смотрится как красивая глазурь сверху. Остатками шапочки я посыпала боковину торта и убирала хотя бы на 3 часа в холодильник этот тортик.
Прекрасно нарезается, в разрезе смотрится идеально. Нарезается на очень мелкие порционные кусочки также. Необыкновенно ароматный и вкусный получается торт. Сверху можете также при желании покрыть шоколадной глазурью, и будет у вас настоящий торт Прага. Пропорции продуктов для шоколадной глазури я оставлю в описании к данному видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.